Ассаляму алейкум! Добрый вечер, дорогие друзья! Вы на канале «Вкусная еда с Хадиджей». Сегодня вашему вниманию хочу предложить рецепт моего ходового пирога. Я его готовлю в разных вариациях, но сегодня я вам хочу преподнести именно этот вариант орехово-макового пирога с отрывными булочками. Всем настоятельно рекомендую приготовить по этому рецепту. Мои близкие восторгаются этим пирогом. Хочу, чтобы и вы восторгались. Итак, давайте начнем приготовление. Я всем желаю удачи на кухне. В глубокую емкость отправляю 200 мл воды комнатной температуры. Сюда же добавляю горячее молоко 200 мл. Добавляю ванильный сахар 4 грамма у меня, чтобы булочки были ароматные. И у меня количество сахара 120 грамм. И отсюда я где-то 2 столовые ложки добавляю сахара в молоко, в жидкость. Сюда же добавляю 10 грамм сухих дрожжей. Так как дрожжи у меня уже давно, чтобы проверить дрожжи, они хороши или нет, чтобы не испортить все остальные ингредиенты, мы их сейчас должны активировать. Все хорошо смешали, накрываем крышкой, либо пленочкой, и минут 10-15 дадим активироваться. Должна образоваться шапочка. Шапочка образовалась, посмотрите, какая пышная. Это говорит о том, что наши дрожжи хороши. Будем продолжать готовить тесто. Сюда же добавляем оставшийся сахар. Напомню, что у меня было 120 грамм. Сюда же добавляю 2 столовые ложки меда. Все смешиваем. Все хорошо смешиваем. Сюда же мы добавляем 1 яйцо и желток и белок вместе. Можете и не добавлять, тоже тесто все равно хорошее будет. Сюда же добавляю щепотку соли для баланса вкуса. А сейчас будем добавлять муку. Я отвесила муки 600 грамм. Всю сразу не добавляю. У меня мука пшеничная высшего сорта, заранее просеянная. Просеиваю перед самым применением, чтобы она была насыщена кислородом. И сейчас начинаем замешивать тесто. Нам еще понадобится растительное масло, сливочное масло. Сейчас будем вымешивать тесто на столе. Я всегда добавляю муку с осторожностью, чтобы не забить тесто мукой. Чтобы выпечка готовая была очень мягкая, нежная, вкусная, воздушная. Муки может понадобиться больше, либо меньше. Поэтому смотрите по консистенции вашего теста. У меня на канале есть очень много разной выпечки, в том числе и дрожжевой, сдобы. Я оставлю ссылочки под видео в описании, посмотрите, пожалуйста. А также очень хороший канал у моей дочери. Я тоже оставлю ссылочку, у нее разная выпечка, очень интересный подход. Подписывайтесь, лайкайте, пишите комментарии. Я буду вам очень и очень признательна. Так, муки нам понадобится еще. Точное количество ингредиентов под видео в описании обязательно укажу. Я буду делать большой пирог с отрывными булочками. Если вы хотите поменьше, конечно же, сразу уменьшайте вдвое пропорции. Сюда же добавляю 50 грамм сливочного масла и все хорошо вымешиваю. Такое тесто нужно вымешивать хотя бы минут 7. Тестомесом, либо руками. Сейчас подпыляю на рабочую поверхность муку и выкладываю тесто. И теперь собираем тесто. Конечно же, оно липнет. Наличие меда в тесте. Пусть это вас не пугает. Сейчас немножко вымешиваем тесто и потом будем добавлять растительного масла в завершении замеса. Мед придаст аромат нашей выпечке, и выпечка долго не черствеет. Еще немного добавляем муки. В инфобоксе ищите точное количество ингредиентов. Мукой не забиваем. Посмотрите, тесто прилипает. У меня ушло 700 грамм муки. Я добавляю немного растительного масла, где-то 2-3 столовые ложки. И скребком помогаю. Если прилипает к столу, скребочком вот так помогаем и сворачиваем. Вымешиваем тесто. Минут 7-10 вымешиваем. Посмотрите, какое тесто у нас. Сейчас я руки смазываю растительным маслом, а также емкость. Здесь у нас будет растаиваться тесто. На руки тоже немного растительного масла. И нам нужно тесто собрать. То, что оно немного липнет,
Пусть это вас не смущает. Оно расстоится часик. Каждые 30 минут будем делать обминочку. И оно придет в себя. Клейковина раскроется, и тесто будет изумительным. Оно немного прилипает к рукам, это ничего страшного. Вот мы уже его собираем в комочек. Посмотрите, какое тесто у нас красивое. Играет, тянется, посмотрите как. Просто красота. Вот так обмакиваем тесто. Подкатываем его в шар. И накрываем либо крышкой, либо пленочкой. Дадим ему расстояться, этому тесту, при комнатной температуре где-то градусов 24-25. Ровно 1 час. Каждые 30 минут будем делать обминку. Выпускать углекислый газ. Отправляем на расстойку. Тесто наше великолепно расстоялось. Посмотрите, какая ферментация. Какое оно прекрасное. Обминаем его и выкладываем на рабочую поверхность. Руки смазала растительным маслом, чтобы легче было разделывать тесто. Вот так его собираем. У меня тесто 1370 грамм. И сейчас мы делим на кусочки, где-то по 65 грамм. «21 кусочек теста по 65 грамм. И сейчас мы их скатываем в шарики и устанавливаем на тарелке. Я буду устанавливать на поднос. Немножко прилипает, но ничего страшного. Смазываем поднос растительным маслом, тогда прилипать не будет. И подготовленные шарики выкладываем. Накрываем пакетиком. Минут 10 дадим им так привыкнуть к этому состоянию. А тем временем, пока мы займемся начинкой. Начинка у меня готовая уже. Я ее готовила заранее. Как я готовлю маковую начинку, у меня есть видео, даже 2 видео, где я готовлю на воде и на молоке. Это на молоке. Посмотрите, какая красивая начинка. Похожа на черную икру. Не правда ли? И, конечно же, вы в комментариях напишите, пожалуйста, если вы каким-то оригинальным образом готовите начинку маковую. Мне очень нравится эта начинка. Вот как и я ее готовлю именно по маминому рецепту. Очень вкусная, она насыщенная и в выпечке просто изумительная получается. У меня всегда в морозильной камере маковая начинка. Очень удобно достала и готовишь пироги. А также я еще буду использовать ореховую начинку. Очень хорошо можно сочетать тоже маковую начинку и творожную. Чернослив, курагу, какая вам нравится. Здесь у меня орехи грецкие, слегка обжаренные в духовке. Я добавила сюда тростниковый сахар. Грецких орехов у меня 200 грамм. Тростникового сахара 2 столовые ложки. 1 столовая ложка здесь сахара. А также чайная ложка корицы. Очень ароматная начинка. Потрясающая. Готово. Подготовила форму. В ней я буду формировать пирог с отравными булочками. Я ее смазала растительным маслом и обсыпала манной крупой. У меня форма диаметром 33 сантиметра и высотой 7 сантиметров. Берем одну заготовочку и лицевой частью вниз. Можно даже не использовать каталку. Вот так пальцами. Сильно не раскатываем. Делаем небольшой кружок, чтобы мы сделали такую розочку. И смазываем начинкой. От краев немножко отходим, чтобы у нас можно было собрать булочку. И собираем вот так за краешки, соединяем. Вот такой кругленький у нас должен получиться. Разрезаем пополам и вот так просто открываем. С маком буду выкладывать по краям, а в серединке у меня будут с орехами. По краям у нас булочки маковые готовы.
И сейчас в середку мы приготовим булочки ореховые. Немножко растопленного масла и выкладываем орехи. Тесто очень хорошо прилипает, поэтому защипываем без проблем. Вот так, в длину. И выкладываем вот так. Они еще раскроются и будут как розочки. Очень будет красиво. Вот так немножко двигаем маковые. Они еще расстоятся и будут очень красиво и вкусно. И вот как раз 4 булочки у нас здесь помещается. Накрыла хорошо пленкой, так, чтобы воздух туда не попадал. И чтобы сквозняков тоже не было. И оставляем растаиваться на 1 час. Итак, наш пирог великолепно расстоялся. Духовку я уже 20 минут как включила. Сверху ничем не смазываем. Посмотрите, какой он красивый. И сейчас мы его отправляем в духовку, включаем вверх-вниз. Выпекать будем при 180 градусах 30-35 минут. Смотрите по особенностям вашей духовки. Я, пока у меня готовится пирог, подготовлю немножко сливки. Где-то 50 мл смешиваем сливки. Мы сейчас сверху, когда у нас приготовится пирог, слегка зальем, чтобы пирог был сверху нежный, ароматный и очень-очень вкусный. Вот такие сливки у нас получились. Они у нас сладкие, поэтому мы никакую сладость больше не добавляем. Декор ап называются наши сливки. Все готово. И как только готов будет пирог, смажем сверху. Вот наш пирог уже 25 минут пропекся. И сейчас сверху смазываем сливками взбитыми. Все готово. И еще буквально на 7 минут выключаем духовку. Пусть постоит еще в духовке. Вот так. Пирог получился на славу. Очень нежный и очень вкусный. И самое главное, что на 2-й, на 3-й день он абсолютно не крошится. И благодаря меду в тесте сохраняет свою свежесть и вкусноту. Всем настоятельно рекомендую приготовить по этому рецепту. Порадуйте себя и своих любимых. Итак, дорогие друзья, если понравилось мое видео, ставьте лайк, поддержите наш канал лайком. Если еще не подписаны, обязательно подписывайтесь и не забудьте нажать на колокольчик справа, чтобы не пропускать выход нового видео. Пишите в комментариях, как получается у вас, что бы вы хотели со мной еще приготовить. Делитесь моим видео в соцсетях и со своими близкими и друзьями. Я вам буду очень признательна. Я не прощаюсь с вами, а говорю лишь до свидания, до новых встреч, друзья, на канале «Вкусная еда с Хадиджей». Пока-пока.